Сегодня покажу, как вкусно приготовить молодую картошку на обед или ужин. Рецепт простой, продукты доступные. Беру мясной фарш и отправляю его в глубокую миску. Соль. Для аромата добавляю копченую сладкую паприку и черный молотый перец. Теперь мне нужны 2 крупные луковицы. Нарезаю их достаточно крупно и измельчаю при помощи блендера. Если блендера под рукой нет, можно смело воспользоваться крупной теркой. Отправляю луковую массу в фарш. Туда же добавляю 2 или 3 зубчика чеснока, пропустив их через пресс. Перемешиваю все. Можно немного отбить фарш. Теперь формирую круглые мясные шарики одинаковой формы и аккуратно складываю их на отдельную тарелку. Сразу советую сохранить это видео, чтобы не потерять рецепт, а весь точный список ингредиентов я уже оставила для вас в описании прямо под этим роликом. Пока мясо отдыхает, перехожу к овощам. Беру репчатый лук, одной головки будет вполне достаточно. Нарезаю его крупными полукольцами. Еще у меня в холодильнике удачно нашлось немного цветной капусты. Она сюда тоже прекрасно подходит. Интересно, а как вы относитесь к цветной капусте в таком сочетании? Часто используете этот овощ? Или предпочитаете классическое сочетание только из мяса и картофеля? Теперь принимаюсь за главный ингредиент. Молодую картошку я предварительно замочила в холодной воде, а потом легко почистила с помощью обычной железной щетки. Это мой любимый быстрый очистки, который экономит кучу времени. Крупную картошку разрезаю пополам, а та, что помельче, оставляю целой. Глубокую форму для запекания. Первым слоем выкладываю крупно нарезанный лук. Затем добавляю соцветия цветной капусты и подготовленную молодую картошку. Посыпаю все солью, добавляю специи для мяса и вливаю немного растительного масла. Перемешиваю овощи прямо в форме руками. Вливаю примерно грамм 100 холодной воды на дно формы. Сверху на овощную подушку выкладываю мясные кругляши. Накрываю форму фольгой и убираю в заранее разогретую духовку. Температура 190 или 200 градусов. Запекаться все будет примерно 50 или 55 минут. Главным ориентиром будет готовность картофеля. Он должен стать мягким. Пока наше блюдо томится в духовке, нарезаю свежий спелый помидор. Достаю из духовки горячую форму с картошкой и мясом, снимаю фольгу, выкладываю помидоры. Ставлю форму обратно в духовку еще минут на 10 без фольги. Наш ленивый, экономный и невероятно вкусный ужин из самых простых продуктов полностью готов. До встречи в комментариях и следующих видео. Приятного аппетита!